Привет, друзья! В новом выпуске мы побываем в огромном количестве интересных мест. Мы побываем в Мендосе, На Конкагуа, на Талампае, в Радужных горах, Хухуе, проедем больше 6500 километров по Аргентине на машине. Из них 2 с лишним тысячи по горам Андам, через все возможные перевалы, которые встретятся на нашем пути. Будет безумно интересно и красиво. А еще, все как мы любим, мы исполним одну Катину и одну мою мечту. Поехали! Почему мы поехали именно этим маршрутом? Потому что я очень хочу, давно мечтаю проехать по маршруту шоссе 40, рута Куарента. Это легендарное шоссе, легендарная трасса, которая проходит через всю Аргентину практически, через самые живописные места Аргентины. А Катя давно хотела увидеть, это одна из ее вообще мечт была, еще даже до приезда сюда, до того, как мы переехали в Аргентину, увидеть Радужные горы. Когда-то давно увидев их на картинке, она сказала, я должна там побывать. Мы едем до Мендосы, стартуем от Мендосы в сторону Боливии, по пути проезжаем Радужные горы, все идеально совпадает. Плюс история про то, что сейчас в Аргентине на данный момент поздняя осень, уже середина осени, скажем так, и в сторону Барелочи, если ехать по руте Куарента, то там все достаточно такое уже с погодой. Например, на днях мы видели, что Барелочи снегом завалило. Туда ехать уже рискованно, потому что горные перевалы, резина, естественно, нифига не шипованная, поэтому мы выбрали для себя именно в этот период отправиться со стороны Мендосы до северного направления, по сути туда, где теплее, до границы с Боливией, чтобы увидеть Радужные горы. Но весь маршрут по этой трассе мы обязательно пройдем. Я думаю, как раз весной или, может быть, летом отправимся уже от Мендосы до Огненной земли. А может, наоборот, от Огненной земли до Мендосы проедем. Еще не знаю точно. Но это будет очень большое приключение, очень интересное. Я уже сейчас это понимаю. Такой роуд-муви настоящий, который мы снимем и, надеюсь, покажем вам. И это будет очень-очень интересно. Для нас это память на всю жизнь. Как-то так. Но перед этим мы побываем в Мендосе. Перед тем, как наша пятая точка окаменеет от длинного пути, мы решили отдохнуть пару дней, набраться сил. И негде сделать это круче и интереснее, чем в Мендосе, самом расслабляющем и винном регионе Аргентины. В Мендосе мы остановились в поселке Вистафлорес, среди виноделин в самом преддверии гор. А дом наш находился возле такой замечательной зоны отдыха с ресторанами, винными барами и сувенирными магазинами. Остановились мы в Вистафлорес, потому что очень хотели посетить винодельню Клара Оскора. Вот она. Винодельня была основана в 2012 году Густаво и Паула Кукиарой, которые, путешествуя по долине Уко, нашли идеальное место для реализации своей мечты о производстве вина. Концепция винодельни Bodega de Arte. Клароскура сочетает виноделие с искусством. Каждая этикетка их вин украшена работами аргентинских художников, отражая философию, что виноделие – это форма искусства, подобная живописи. Винодельня располагает собственными виноградниками, где выращиваются такие сорта, как Мальбек, Каберне Фран, Пти Вердо, Пино Нуар, Шардоне, Семильон и Савиньон Блан.
Высота расположения виноградников 1054 метра над уровнем моря, что способствует уникальным характеристикам вин. Мендоса прекрасно, всем очень рекомендую посетить этот регион, сходить на винодельни. А мы отправляемся дальше. Следующая остановка – гора Аконкагуа. Мы отправились к Аконкагуа не основной дорогой, а через горные тропы, асфальта на которых не было. По пути резко похолодало, но виды были настолько умопомрачительные, что это точно стоило того. Кадры, которые вы видите, не подвергались никакой обработке. Ну а по пути мы оказались в еще одном уникальном месте, вы не поверите, мы побывали в Лас-Вегасе. Ну а по дороге к Аконкагуа есть возможность посетить водохранилище Потрерильос. Это невероятно красивое место с потрясающими видами. Весь путь до горы Аконкагуа, как и другие наши приключения через аргентинские горы, были захватывающими настолько, что описать их словами и показать видео, мне кажется, просто невозможно. Каждый поворот приносил какое-то новое впечатление, захватывал дух. Это было просто невероятно постоянно. Много людей сюда приезжает со всего мира. Все хотят оставить память о себе и о том, что они были. А вот этого чувака Катя изрядно испугалась, когда вошла. Так, мы приехали к точке, где мы будем ближе всего к горе Аконкагуа. Сейчас нам нужно будет на машине еще подняться до смотровой площадки, потом пройти немножко пешком. Здесь надо зарегистрироваться в интернете, на сайте, чтобы тебе продали билеты. Но сайт не работал, интернет плохой, поэтому просто продали билеты, как это обычно бывает в Аргентине. Идем к Аконкагуа, практически на границе с Чили. И черт возьми, как здесь красиво, вы бы видели. О том, чтобы полетать здесь на дроне, речи вообще не идет. Ветрено, ветер холодный, но на самом деле не так, как мы ожидали. Вот она, Аконкагуа, дамы и господа.
Блин, чувак в шортах идет. Я не представляю, каково ему здесь. Боже, как это красиво. Какой невероятный каньон. Плюс то, что мы приехали осенью, когда все не просто зеленое, а сумасшедших цветов. Желтых, красных. Это космически вообще. Это невероятно. А вот такое в этот момент показывают сзади. Вы просто представьте. Чувствую себя хоббитами, которые несут кольцо Карадруину, если честно. Впереди какая-то огромная гора. А мы идем. Фродо, ты готов избавиться от кольца? Посещение горы Аконкагуа можно считать зачитанным. Не восхождение, только посещение. Но мы ее увидели. Это круто, друзья. Ради этого и стоит путешествовать, ради этого и стоит жить. Вот она, красавица. Когда нет ветра, здесь, конечно, вообще нереальная тишина. Просто вот ни звука вообще, нечему здесь звучать. До ближайшей дороги очень далеко. Даже ручей последний мы прошли километр назад. И просто тишина. Слышно только наши шаги, больше ничего. Причем слышно шаги издалека прям. На обратном пути мы заскочили посмотреть на мост инков. Это одно из самых загадочных мест в аргентинских Андах. Это природная арка, созданная горячими источниками и временем. Расположена на высоте порядка 2700 метров и совсем недалеко от границы с Чили. По легенде, этот мост образовался, когда инки, чтобы спасти юного принца, превратились в камень. Река Мендоса под мостом до сих пор окрашивает камни в золотистые и оранжевые цвета. А еще в 1920-х годах здесь был шикарный термальный курорт, разрушенный лавиной. Все, едем дальше. После Аконкагуа мы отправились переночевать до Сан-Хуана. Оказался очень милый, неожиданно приятный городок. В нем безумно чисто. Как ни странно вообще. Улицы выглядят, как будто их моют с порошком. Хотя ничего такого особенного нет. Там реально чисто, мы очень сильно этому удивились. Переночевали в простенькой гостинице. Главное, что там была теплая горячая вода, что там была большая чистая кровать, что в таком путешествии немаловажно. И, что самое неожиданное, вообще радующее меня, я нашел хороший барбершоп, где меня прилично побрили, чего я не смог сделать за 1,5 года в жизни в Буэнос-Айресе. Как это работает, я не понимаю, но вот в небольшом городе все есть, все замечательно. Ну а мы стартовали дальше. Сегодня наша конечная точка нашего маршрута — национальный парк Талампая. Впереди красивейшая дорога через Руту 40. Я смотрю вперед и просто схожу с ума от того, что мы видим. Наше приключение продолжается. Оказалось, что на трассе от Сан-Хуана до Талампаи нету заправок, ну прям вообще нет. И нам пришлось сделать крюк, уехать немножко с трассы в другую сторону, до небольшого городка, назовем Сан-Хосе-де-Хачаль. И вот здесь мы кое-как нашли заправку и немножко перекусить, потому что остальное все пустота вообще сплошнейшая. Просто прерии какие-то, тайга вокруг и больше ничего. Друзья, посмотрите, какой маршрут трассы вообще у нас. Навигатор нам сейчас что показывает, что нас ждет впереди. Вот по такой дорожке мы сейчас и едем. Это что-то невероятное. Мы еще поднимаемся в горный перевал. Поднялись уже очень высоко, и еще вперед будет идти дорога. Вы посмотрите, какой отсюда вид.
Мы приехали к одному из национальных парков посмотреть на достопримечательности. А достопримечательности здесь уже прямо на парковке. Смотрите. Прямо здесь трутся лисятки. Ты заезжаешь на машине, и они прям подбегают. Просто лежат, на солнышке греются, людей не боятся. Близко, конечно, к себе не подпускают особо. Вот начинают отходить, но не буду их тревожить. Мы добрались до парка Талампая, причем очень вовремя. В 16 стартует последняя экскурсия. Сейчас без 10 4, и вот мы покупаем билеты. Успели, к счастью, потому что ехали на самом деле очень долго. Из Сан-Хуана, ну не прям быстро доберешься. В общем, экскурсия должна быть на микроавтобусе на 2,5 часа по национальному парку. На своей машине туда не проехать, поэтому все собираются и ждут экскурсионного автобуса. Есть велопрогулки еще, но тоже для групп, я так понимаю, самостоятельно это нельзя сделать. И отправимся мы вот туда, вдаль, чтобы посмотреть на эти великолепные красные горы. Там скелет динозавра, вы видите. Экскурсия на двоих стоит 76 400 тысяч песо, это примерно $80. Такие цены редко где бывают, поэтому, наверное, это стоит точно того, потому что все, где мы были, мне кажется, до этого стоило точно дешевле все экскурсии, что на Игуасу, что еще куда-то там на полуострове Вальдес, например. Поэтому мы ждем ярких впечатлений. Прям шикарный агрегат, чтобы покататься по национальному парку. Мы доехали до первой локации. И вы только посмотрите на это. Тут в парке обнаружены древние петроглифы, которые мы прям можем с вами увидеть. Выглядит, конечно, как будто это дети баловались позавчера, но на самом деле это очень-очень древние рисунки. Вот это давным-давно несли люди. Они здесь жили, выживали среди пум, кондоров, которые над нами периодически пролетают, и прочей интересной живностью, которая здесь полным ходом обитает. Космическая просто махина, вы посмотрите на это. Невероятная красота, невероятная твердыня, просто крепостная стена, не знаю. Смотрится просто настолько монументально, что мурашки по коже. Эхо слышно вот оттуда, откуда-то после того, как вся компания кричит, издалека слышится этот звук. Это вот благодаря всем этим невероятным формам этой скальной породы. Мы в который раз отстали от группы. Нас сейчас опять будут искать. Вот еще раз про наш кайфовый автобус, который нас везет. Потому что если вы вдруг думаете, что на своей машине вы съездите сюда и прочее, то нет. На своей машине сюда, во-первых, не пускают, а во-вторых, мы бы на своей легковушке по этому песку, а это еще не самые такие зыбучие песочки, по которым мы проехали, не добрались бы сюда никогда, застряли бы точно. А вот такая штуковина нас сюда смогла довести. Спасибо ей за это, потому что я вам еще раз напоминаю, вокруг вот такие виды.
Посмотрите на форму этих скал. Очень интересно. А мне почему-то напоминает, как в фильме показывали, как в «Властелине колец», как я себе это представляю. Граница Нуменора. Вот когда он еще не был разрушен, королевство Нуменор. Вот примерно такие же массивные стены я себе представляю. А вот перед нами символ национального парка Талампая. Вот так он выглядит. Приехали на последнюю точку нашего маршрута. К вот таким вот, я не знаю, как их назвать, башни, колонны, стеллы. Посмотрим, чем нас здесь еще удивят напоследок. Ну, собственно, одна из них называется Тотем или Тотем, и Ла Торре башня. Аргентина уже не в первый раз, далеко не в первый раз, разрывает сознание вообще своей природой, потому что когда мы приехали на водопады Игуасу, я думал, я не видел ничего подобного. Когда мы приехали в Пуэрто-Мадрен, я думал, мы не видели ничего подобного. Сейчас я в очередной раз нахожусь в состоянии, что мы не видели ничего подобного никогда в жизни. Приезжайте в Аргентину, она заслуживает путешествий по ней, она нереально красивая по природе. Впереди нас ждет еще самый большой кусок, отрезок пути. Мы увидим еще то, ради чего мы отправились в этот путь, но в процессе мы видим нереальную природу, космические виды. И это создает потрясающие эмоции. Приезжайте, смотрите, мы получаем невероятное удовольствие, потому что вот этого всего я даже представить себе в голове не мог. Я уверен, где-то там в кустах до сих пор прячется Гойко Митич. И, блин, здесь можно снимать фильмы про все вообще подряд. Про Марс, про индейцев, про еще что-то. Кучу всего можно здесь снимать, наслаждаться этой природой. И путешествовать. Здесь у нас большое автопутешествие на 14 дней. Я прям сомневаюсь, что мы увидим хотя бы часть. Здесь надо круги наматывать. Здесь надо действительно жить, чтобы все успеть увидеть. Потрясающая природа, невероятные виды. Классно, приезжайте сюда. Ну что, Талампая абсолютно снесла крышу, просто эмоции нереальные. Теперь нам надо найти где-то жилье, доехать до какого-то обитаемой земли. Интернета нету, как и в большинстве территорий Аргентины, поэтому от населенного пункта до населенного пункта мы уже едем минут 30. Интересный формат путешествия, у нас такого раньше не было. Каждый день махаем километров по 600-700. Мне это очень нравится. Тебе нравится, милая? Мне нравится. И жене нравится. А это главное. Мы в пути только 5-й день. Еще все впереди. И завтра нас ждет новые невероятные места. А где мы с вами окажемся завтра? Смотрите дальше. Не переключайтесь. Не забудьте подписаться на этот канал, потому что мы стараемся для вас. Показываем и снимаем много интересного, сложного. Нашли неожиданно приличный отель. Попробуем заселиться. Вроде забронировали на букинге, но, блин, судя по поселку, я сильно удивлюсь, если здесь есть действительно приличный отель. Слушайте, мы заселились. Сейчас, если еще и номер окажется такой же внешний, как этот дворик, то вообще кучеряво. Ну, слушайте, гостиница оказалась очень простенькая, но с шикарной кроватью, отличные матрасы, чистенько, все аккуратно. Вода горячая есть, а в путешествии самое главное — это хорошая постель, горячая вода и приличный завтрак. Он тоже здесь был, и мы даже здесь попробовали варенье из томатов. Это было очень неожиданно, мы долго не понимали, как это вообще может быть, но реально варенье из помидор было. И посмотрите, с каким видом. Вот с таким видом мы остановились в этой гостинице. Поэтому мы двигаем дальше. Следующая остановка — Кафаяте. Друзья, за моей спиной выезд на легендарную Руту 40. Невероятно красивую трассу, которая протянулась от самых границ Боливии до конца Аргентины, заканчивается в огненной земле. И это одна из самых протяженных трасс в мире, наравне с Route 66 в США и Стюарт Хайвей в Австралии. Безумно красивая дорога, наполненная переходами через совершенно разные климатические зоны, визуально горы, степи, пампасы. Все можно увидеть, если путешествуешь по этой трассе. Именно поэтому мы на нее отправились. В этот раз мы закончим первую часть пути. Этот уникальный маршрут необходимо закончить, и мы очень хотим это сделать.
В очередной раз хочу сказать большое спасибо ребятам из проката Юрент за вот эту чудесную машину, на которой мы проехали больше 6000 километров. И вот сейчас прям доказано, что их машины надежные. Потому что в таких поездках это очень важная история. И каждый раз, арендуя автомобиль, я думаю о том, не случится ли с ним чего-то. На машинах из Юрента мы проехали уже очень много разных путешествий, бывали в разных местах. И в этот раз прокатились и по бездорожью, и по горам, и много-много где. Я искренне надеюсь, что они не посмотрят этот выпуск. Но тачки у них действительно надежные, свежие, хорошие. Гибридная Corolla в этой дороге нас не подвела. Расход получился примерно 6 литров, 5,9 общий на весь пробег. И это с учетом горных перевалов и куча всего. У них хороший сервис, русскоязычные ребята, можно оплатить даже криптой. Отвечают оперативно. Ссылку, кому надо, я оставлю в описании к этому видео. Обращайтесь, пользуйтесь, бронируйте машины в Аргентине у них. Ну что, мы выехали. Впереди 7,5 часов пути, 567 километров нам предстоит преодолеть по вот такой потрясающей дороге. И еще пару слов про Руту 40. Я говорил, что это одна из самых длинных трасс на планете, и на данный момент мы находимся на отметке 3804 километра. Это вот как трасса стартовала от огненной земли. Впереди нас ждет еще порядка 2000 километров. Точные данные я потом обязательно с вами поделюсь. Ну вот, пожалуйста, доказательство того, что это действительно очень длинное шоссе. С невероятно красивыми видами, друзья. Ну вот вы просто посмотрите, где я остановился, чтобы сделать эти кадры. Друзья, Аргентина сносит крышу наглухо своими видами. Мы едем уже несколько тысяч километров по Руте 40. И постоянно просто такое ощущение, что мы едем по огромному сафари-парку, национальному парку на скорости 120-130 км в час, а он не заканчивается. При этом надо заметить, что дорога местами, ну, прям очень не очень. Но каждый сантиметр этой трассы стоит того, чтобы его проехать. Впереди что-то непонятное, но есть подозрение, что это какие-то песчаные бури, что-то такое. Прям плотная такая стена, что даже гор за ней особо не видно. Сейчас едем, посмотрим. Может, в Канзас нас унесет куда-нибудь. Какие-то люди. И они же здесь живут постоянно. Это же не разовая акция того, что происходит сейчас. Совершенно неожиданно ехали по трассе, увидели чуть ли не в поле вот такое заведение с названием «Дистиллерия». Надеемся, что они гонят какой-то самогончик. И мы, естественно, не могли к ним не заехать. Вот в таких очаровательных местах. Hola, buenas. De Rusia. Sí. Español, más o menos, todo bien, sí. ¿Qué es? Destilería. Bien. Vodka no. Gin, grappa, whisky. Перфекто. Слушайте, у них здесь своя дистиллерия. Делают джин, граппу. Вина здесь где-то тоже делаются. Сейчас попробует Катя это все дело. Выращивается прямо здесь. Она испанка, муж аргентинец, живет здесь много лет. Невероятно стильно. Muy lindo. Muy bueno. Entonces, muchos de los destilados que hacemos es de vino. Este es un destilado de torrontés. Este es Malbec.
Граппа с виноградом Мальбек. Ну, не, Igual si ves que se macera con muchos botánicos. О, Mira. ¿Ahí te llega? о, sí, sí. Esto В es нос так бьет. ginebra. О, Eso luego se destila muy rico. y luego acá ahora estamos filtrando. Здесь фильтруется же, там настаивается, а здесь это Es filtrado фильтруется. para cristalizar. Sí. Luego ya se envasa. Ese es el primero, segundo, tercero. Estupendo. Ella es grapa. Гато, Граппа? Этого котенка зовут Граппа. Посмотрите, они вписывают в такие большие книги, что кому. Круто, вообще фантастика. Просто выглядит место нереально киношно, красиво, обаятельно, мило, уютно. И колоритней просто придумать, мне кажется, вообще нельзя. Мы сейчас доехали до региона Сальты в Кафаяте, или Кафаяте, я уж точно не знаю. Здесь тоже огромное количество виноградников, виноделин. Как нам вот рассказали сейчас на дистиллерии о том, что очень туристический регион. Все спокойно относятся к выпившим, полиция претензий к вам не предъявит. Все нормально, ребята, отдыхайте. В регионе много хороших гостиниц. Мы еще вчера обратили внимание, когда на букинге на это смотрели, где будем ночевать, примерно прикидывали. Оформлено здесь все сейчас, ребят, чуть ли не лучше, чем в Мендосе, если честно. От Кафаята 15 километров до Сальты, отсюда 204 километра. И до Хухуя всего 328 километров. А это не хухры-мухры. В Кафаяте мы начали искать жилье. У нас буквально под носом мы вели последний номер гостиницы, в который мы хотели заехать. Мы зашли в ближайшую, которую увидели на дороге. Рейтинг выходила неплохая, дороже, чем мы планировали. Спросили напрямую, у них были номера, предложили отличную цену. И она максимально колоритная, вы просто зацените вообще. И бассейн, нам сказали, что нам, как русским, не должно быть холодно купаться в этом бассейне. Вот такие двери. Вот такой номер. Такой максимально колоритный стиль. Все есть, кайфово, обещают вкусный завтрак. И главное, на нашем пути только на одну ночь свободная, то, что нам надо. Милая, тебе как? Вообще отлично, посмотри. У них подставка для салфеток сделана из кактуса. Подставка для салфеток из кактуса в виде ламы. Где вы такое еще встретите? Круто. Все, надо идти ужинать. Пойдем искать здесь перекусить, нам уже посоветовали. До завтра. Так, мы идем к парковке автомобиля. Вот он стоит. И вдруг нам во двор заходят вот такие ребята. Просто вообще свободно гуляют по поселку. Обалдеть, а? Красавцы вообще. А вчера мы видели, вечером шли как два осла. Возможно, вот этот вот темный побольше и поменьше. Просто неслись по центральным улицам города, от кого-то убегали. Интересно, их выйдет кто-нибудь выгонять сейчас или нет? Там бассейн. Они вот уже нагадили под дерево, сейчас еще что-нибудь натворят здесь. Мы решили немного прогуляться по Кафаяте. Городочек совсем маленький, по сути. Две улицы, которые туристические, ресторанные и все остальное. И дальше вокруг еще пару кварталов буквально. Но есть что посмотреть, такой достаточно колоритный город. Интересно. Ну и псов здесь точно не меньше, чем в Буэнос-Айресе. Вообще по Аргентине, когда едешь дальше, животных очень много, собак. Но если в Буэнос-Айресе нет совершенно бродячих собак, уличных, все домашние, то здесь как раз они все такие. Сами выбирают себе хозяев и с кем будут жить.
И сочетание пород, конечно, вообще потрясающе и уникальное. Вот здесь заведение, в котором можно купить абсолютно всякое сушеное. Тут вот это и перцы, какие-то непонятные травы. Судя по периодическому запаху на улице, можно любую траву купить. Ну, ребят, мы заходили внутрь. Там даже можно купить крекеры на развес. Эти, как они, хлопья кукурузные на завтрак, которые, и вот это все. Все можно купить. Пришли на местные рыночки. Шляпу себе хочу купить, но не нахожу той, которую я себе представляю в голове. Катя выбрала себе ремень. Выбрали нано-пончо для будущего ребенка наших друзей. Отправляется такой подарочек из Кафаята ребятам. Заведение с названием Perro Caliente. В дословном переводе горячая собака. Ну или, как вы понимаете, естественно, здесь делают хот-доги. Muchas gracias. Так, у меня хот-дог с соусом из Мальбека. В видном регионе все-таки. А у Кати мексиканский с гуакамоле. Нам настолько понравились хот-доги, что у них еще были разные сэндвичи, и мы взяли сразу сколько? 7 штук в дорогу. Неизвестно, где мы будем ночевать, неизвестно, будет ли по дороге где поесть. Мы сразу набрали себе много их. 12 500 вышло, да? $12,5 за 7 огромных сэндвичей с лома, с вырезкой, с бандиолой, со свининой, там, всякими еще ништяками. Прикольно. Кафаят действительно небольшой, совершенно 2 улицы прилично приведены в порядок, вокруг небрежно все. Но нам понравилось здесь, нам повезло с гостиницей, прекрасная замечательная гостиница, отличной кровати, очень уютная, с прекрасным завтраком. И в центре мы тоже прогулялись вчера, зашли в шикарный ресторан, поели просто потрясающе, поэтому отсюда мы уезжаем с хорошими воспоминаниями о этом колоритном местечке. Все, Кафаята был добр к нам, теперь пора двигаться дальше. Путешествуя по Рута 40, национальному шоссе 40, одной из легендарнейших дорог Аргентины, сейчас я не зря повторяю это еще раз, вы должны быть готовы к тому, что вам придется ехать часами вот по таким замечательным дорогам. Посмотрите вперед. Асфальта нет от слова совсем. Периодически попадаются ручьи, которые надо преодолеть. И это вот национальное шоссе. Но вот такие виды справа, например, вас будут все равно посещать. И как будто хочется продолжать движение по этой дороге после этого. Но это прям вызов. Мы не знаем, доедем ли мы до конца. Мы еще выезжали сегодня, думали, почему у нас навигатор показывает, что ехать 150 километров, а ехать их 4 часа. Теперь это все стало на свои места. Но, чего хочу сказать. Мы, выезжая из Мендосы, ехали по примерно такой же дороге, тоже 40 километров. И она нас прям вознаградила какой-то вообще нереальной красоты долиной, на которую мы забрались. Я думаю, вы уже видели кадры о ней в начале. И это было прекрасно. Поэтому мы продолжаем движение по этой трассе. Утешает, что она действительно национальная дорога. Имеет такое значение и название. А это значит, что здесь по ней все-таки кто-то ездит. И
Нас, если что, найдут. Пять часов мы уже едем по бездорожью. Есть большие сомнения в желании продолжать путь. Возвращаться уже бесполезно тоже. Мы очень надеемся, что где-то все-таки появится асфальт. Причем было очень странно. Едешь по трассе, бездорожье, километров 100. Вдруг ремонт дороги перед тобой, где кладут асфальт. И написано объезд. Нифига себе, ну, наверное, потом-то дальше будет дорога. Объезжаешь, выезжаешь на бездорожье. А в ту сторону, в обратную, тоже этот вот асфальтируемый кусок ремонта дороги. Зачем, почему они это сделали, вообще непонятно, не знаю. Дорога, конечно, красивая, но очень узкая. Но 5 часов мы едем там 150 километров. Ну, это вообще нездоровая история. Песок этот уже просто, вся машина в пыли. Ну, и я, честно, не знаю, если так будет продолжаться дальше, то я не уверен, что мы пойдем этот путь до конца. А мы ехали по таким местам, где двум машинам просто не разъехаться. Пару раз там в лоб нам что-то пыталось вылететь, мы еле расходились вообще, пропуская друг друга. Это, конечно, очень будет грустно и печально. Но я боюсь еще 800 километров, тем более с подъемом в горы, преодолевать по такой дороге мы не факт, что будем готовы. О-хо-хо-хо-хо! Друзья, мы приехали в обитаемые как будто бы земли. Cero, ¿eh? ¿Cuánto? Cero, cero, cero. No tira nada. Cero. Sí, no está cargando. Más tarde das vuelta. Las 8. Las 8, sí. Окей, muchas gracias. Por favor, señor. У него бензина почти нет, он сейчас там постарается нас чем-то заправить, а бензин будет после 8 вечера. И он объясняет, что почему-то должно зайти солнце, чтобы что-то он сделал с заправкой. Он сейчас мне какие-то остатки, капли пытается залить. Да. В Каче других заправок нет. Вот ближайшая, говорит, Капиталь. Это столица. И это Сальта. Дальше по Рута Куарента заправок практически нет, а асфальта нет и в помине. И ехать еще порядка 600 километров. Не готова у нас ни машина, ни, наверное, мы. Это очень грустно, но сюда надо ехать, готовиться по-другому. Нужен внедорожник, нужно большой бак, нужны канистры с топливом с собой. Не понимаю, я не знаю, почему сделали так, почему они называют эту трассу национальной. При этом ничего с ней не делают, хотя бы заправок по дороге организовать. Мы еще до этого там пытались найти ночевки. Смотрели, как мало, там буквально единицы вообще, с трудом какие-то клоповники можно найти. Видимо, с прохождением Руты Куарента придется отложить. Приедем сюда в другой раз. Очень грустно. Но на этом наша поездка не заканчивается. Сейчас мы просто сойдем с этой трассы и перепрыгнем на другую. Уезжаем в Сальту. Глобально наш маршрут и цели не меняются. Конечная цель у нас вся та же. Увидеть радужные горы. И найти где-то ламу, чтобы Катя ее пощупала. Поэтому через 3 часа мы должны быть в Сальте. И дальше будем отправляться в Пурмамарку и смотреть на радужные горы. Мы едем дальше. Я был невероятно расстроен тем, что нам пришлось сойти с этой трассы, но мое расстройство длилось не больше 20 минут, потому что впереди оказались такие виды,
что дух у нас просто захватило. Мы смотрели во все глаза и не верили, что такое вообще возможно и такие места существуют на этой планете. Это была просто фантастика. Ну что, друзья, вчера вечером мы приехали в Сальто. И сейчас отправляемся на поиск завтрака и осмотр центральных достопримечательностей. Заодно посмотрим, что интересного расскажет и покажет нам этот город. Если честно, вчера, когда мы сюда приехали, это произвело мрачнейшее впечатление. Такой город, где, как и Росарио, когда ночью с наступлением темноты на улицу, мне кажется, вылезают вурдалаки просто. Мрачно, грязно, шумно, ужас. Сейчас утром идем почище, приятнее, но посмотрим, смотрите сами. А если вы знаете что-то о Сальте, чего не знаю я, и что этот город заслуживает внимания, то напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно почитать, потому что пока мне себя не убедить в том, что это классный город. Вот магазин, в котором можно купить листья коки. Об этом они говорят прямо на вывеске. Кофточки и листья коки. В смысле Paramount? Что здесь забыл Paramount? Как видно. Что говорят все, кому нравится Сальто, это то, что архитектурно старый город здесь, конечно, очень красивый, очень классный. И сомнений у меня в этом нету, и отрицать я это не могу. Но мрачняк, конечно, в остальном в городе все грязное, развалено. Хотя вот в воскресенье утром выглядит, как будто прибираются, все-таки как будто почище, очень приятно. А вот такой домик вы можете себе приобрести, если у вас есть желание поселиться в Сальте. Короче, у меня появился второй нелюбимый город в Аргентине, после Росарио. Мы по пути видели сейчас разные города, милый, уютный Сан-Хуан, который ничем особо не выделяется, но чисто приятно, опрятно. А здесь он мог бы быть очень классным городом, потому что он туристический, что сюда постоянно прет туристический поток, который едет смотреть горы вокруг, природу. А здесь, прям обидно. Вот поэтому мне, наверное, и бесит это. Прям обидно, что можно сделать хорошо, и все есть для этого. Стараться особо не надо, чтобы было хорошо. А превратили черт знает во что. Очень грустно. А нам пора ехать дальше. У нас впереди еще очень интересные приключения и очень интересные места. Слушайте, я не знаю, как это работает, но вы помните, где мы были вчера, позавчера, какие горы были, какие перевалы. Сегодня у нас уже джунгли. Мы едем по конкретно перевалу в джунглях, по очень узкой извилистой дороге, где вокруг заросло все вообще, и совершенно другой формат, уникальный, вообще петляет дорога, ширина здесь двум машинам, очень сложно разъехаться друг с другом. Асфальт, слава богу, есть. И вы посмотрите, какие джунгли впереди просто. Ширина дороги в две стороны 4 метра. Высота 470. Большой горный перевал. Дышать даже тяжело немножко, голова кружится. Здесь, кстати, продают листья коки, которые помогают от горной болезни. Вот такие виды. Подъем, конечно, безусловно, стоил того. Вы увидите эти кадры, я думаю. В общем, теперь у меня есть шапка. Причем знаки на шапке, вот эти, они там, как-то мне сейчас объясняли, что одна линия, один цвет — это здоровье, там еще чего-то, еще, и они все что-то означают. То есть это каким-то значением. Конечно, может, байка местная, но теперь у меня есть такая шапка. Мы приоделись на высоте
4200 метров мы купили себе пончо, шапки. Носочки брали? Нет. Носочки не брали. Но мы приодеты. И знали бы вы, сколько это стоит. Шапка стоит 4000 песо, $4. Пончо мое, по-моему, стоит 15 тысяч песо, $15. И Катина пончо 13 тысяч песо. И это все из ламы. Если, конечно, не врут, но даже если врут, мне пофиг. Пончо классный. Тут а-ля марафонцы какие-то, такой в спортивной форме, поднимаются в единой форме все. На тачках приезжают, я не знаю, они изображают, что они сюда добрались или нет. В общем, вышли ребята в такой беговой форме и закурили на высоте 4200. У нас здесь без курева-то в целом голова кругом идет. А они нормально такие, да, конечно, давай покурим еще здесь. Так, у нас небольшой анпакинг того, что мы еще купили. У меня еще будет вот такая шапка. И она прям тепленькая, ее можно носить на каждый день буквально. Поэтому в Байресе буду еще вот так вот шоколять. И самое интересное, вот с такой вот пчелкой, карамель де кока. Карамелька с листьями коки должна помочь нам от горной болезни. Ну, вкусно, что такое? Едем дальше. Та-да! Салинас Грандес де Хухуй. Ну что, мы приехали на Солончаки. Вот такой вид у нас открывается, такое пространство, куда ни глянь. Везде все в соли. Причем мы уже приезжали на соляное озеро как-то, если вы смотрели выпуск про Кордову поездку. Там тоже будет солевое озеро, но здесь прям все это плотнее сильно. Там такая мягкая почва, и, в общем-то, мы там немножечко подзастряли даже в соли. А вот здесь, я вижу, ездят машины, мотоциклы. Здесь берут небольшую денежку за то, чтобы разрешили пройти уже непосредственно вглубь на озера и к бассейнам, где добывается соль, можно было посмотреть. Зачем это все надо? Чтобы ты еще мог пофоткаться, поснимать, полетать дрон. 3000 песо, $3. Вот здесь вот насколько взгляда хватает. Везде такие вырезы. Смотрите, какие разные соли. Ага. И вот прям вот наборчики есть. Ага. Чуть-чуть вот. 1200. Набор уже всяких разных солей. Sí. Muchas gracias. Чао. Наснимались, нафоткались, напрыгались, набегались здесь. Идеальная фотостудия с белым фоном под открытым небом. Если честно, нам очень жарко, потому что на улице сейчас плюс 26. Фу, но все ради красивых кадров. И перепады температур сегодня интересные. Мы были в температуре плюс 5, плюс 31, плюс 12, плюс 27, как сейчас. Сердечно-сосудистая система нам передает большой привет, я думаю. С учетом перепадов высот, когда мы поднимались на 4 с лишним тысячи метров, это прикольно, но абсолютно стоит все это того. А фотографий, которые мы увезем, и видео, контента, которые мы увезем с собой, просто не делали мы никогда в жизни, мне кажется, столько. Видео уже снято гигов на 300, и нам еще в пути провести надо еще 5 дней минимум. Поэтому с вас лайк, подписка и комментарий, что вам особенно понравилось в этом видео. Ну или не понравилось, если тоже напишите, будем думать, что делать. Как-то так. Наше путешествие по Солончакам закончено, и мы приехали в Пурмамарку, чтобы наконец-то увидеть то, ради чего мы отправлялись в это большое путешествие и где мы хотели исполнить Катину мечту. Городок Пурмамарка и Радужные горы. Сейчас уже вечер, закат.
будет не так хорошо видно, но мы остаемся здесь ночевать. И завтра покажем вам все красиво, снято, в солнечных лучах. Весь этот и городок, который нереально колоритный. Я вот сейчас нахожусь, смотрю вокруг. Очень классно. И, конечно, эти нереально классные горы. Спойлер, мы уже днем проезжали мимо них, было когда светло. Они невероятные просто. Поэтому мы пошли искать жилье. С этим здесь, судя по всему, сложно. Мы уже несколько домов пытались забронировать, гостиниц. Оказывалось, что мест нету, еще что-то. Сейчас какой-то хостел вроде уже нашли. Мы хостелы очень не любим. Но вроде у них есть места, и вот сейчас Катя пытается к ним попасть. Но у них вроде закрыто или что, непонятно вообще. Вот здесь вот звонок висит, и на него нажимаю, никто не реагирует. А калитка не открывается? Калитку можно, там изнутри какой-то как шпингалет, не знаю, какой-то замок. Но я не хочу, как руку просовывать. Почему? Ну, потому что вроде как нехорошо. Заходи. Вскрыли забор, ворота. А выламываемся в чужой хостел. Миленько, приятненько. Смотри, у нас смотровая на Радужные горы прямо возле дома. Ох ты ж, мать его. Мы нашлись, заселяемся, все отлично. Ну вот комната наша. Это наша комната? Да. О, с ламами. Маленькая. Комната очень маленькая. Ну, милая, уютная, приятная комнатка. Вчера мы ужинали в этом ресторане, и он великолепен просто вот во всем. Я очень рекомендую вам его посетить, если вы будете здесь. Он стильный, он вкусный. Продуманы каждые детали вообще интерьера, всего. Очень-очень здорово, очень приятное впечатление оставило у нас посещение этого заведения. Там в меню есть лама Шама 2L, поэтому читается как Шама, так они ее здесь называют. В общем, у нас есть пончо из ламы, и ламу мы тоже вчера попробовали. Очень вкусно, рекомендую. Это кактус. Из него здесь очень много чего делают и строят, и крыши домов, если приглядеться, здесь тоже. Он будет сделан из кактуса. Перекрытие, куча сувениров. Вообще используют очень много где. Мы увидели здесь довольно много крестов, вот таких вот украшенных цветами, еще чем-то. Кто-то знает, что это за традиция? Напишите в комментариях, потому что очень интересно, их много довольно здесь в рамках этого поселка. Причем больше нигде мы в других местах не видели такого. И обратите внимание на надпись над дверями. Аньо 1648, 1648 год постройки, возможно. И если это так, то это буквально чуть ли не одно из первых зданий здесь, с учетом того, когда начали колонизировать Аргентину испанцы. Ну, прям реально. То есть надо было добраться до этих горных регионов еще и построить здесь церковь. При этом, вот что я говорил вам, видите, крыша тоже из кактуса. Смотрите, здесь уже на нескольких заведениях изображено дерево. И, я так понимаю, изображено конкретно вот это дерево. Здоровое такое, достаточно внушительное. Альгарубо историко. Этому дереву уже 7 веков. Оно было здесь за 2 столетия до прибытия первых европейцев на континент. Оно был свидетелем подъема народов, оплакивал несправедливость истории. Обалдеть. 7 веков дерева. Так, вот эти чашки нам надо брать. Обязательно привезем их с собой. Вот мы всю дорогу искали, где их купить, и нашли как раз в Пармамарке. Будем теперь наслаждаться кофе и вспоминать про это замечательное место. И сушеная лама еще тоже уходит в список наших сегодняшних покупок. Единственный минус этого городка
что все время какую-нибудь горку надо подниматься. И сейчас топать на смотровую площадку надо в гору, чтобы увидеть красоту. Ну что, мы приехали в место, где сейчас закроем последний гештальт этого путешествия и одну Катину мечту, которую давно-давно она хотела воплотить. На самом деле, ради одной фотографии она везла с собой пончо из Буэнос-Айреса, белое пончо. Всю дорогу возила с собой, но вот сейчас как раз и использует его. Ну и, кстати, глядя вот на это, вы, возможно, уже догадаетесь, куда мы и зачем мы. Вот с этими ребятками поводкаться. Ты хочешь меня плюнуть, да? Нет, не хочешь? А выглядишь, как будто хочешь. Какие они клевые такие, смотри, залипают у нас. Вот они, милаги. Мы из них купили носки. Ты хотела с ними сфоткаться, иди. Ну нет, давай сначала спросим, как часто они плюют, как далеко. Может быть, эти не плюют. Ну, нету ведь заплеванного, ничего тут. Потому что все на людях, которые подходят к ним. Крутые звери. Вот сейчас, мне кажется, плюнет. Как минимум дожует и плюнет. Вот и плюнула. Ну что, друзья, таким получилось наше видео о путешествии через аргентинские Анды. Это был действительно такой большой роуд-муви, и мы наконец-то смогли доделать, замонтировать это видео и выложить его для вас. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось, потому что для нас это путешествие было действительно невероятным. Мы в очередной раз восхитились Аргентиной, нам очень понравилась эта страна. Нам понравилось все в этом путешествии. Мы вкусно ели, мы видели потрясающие природные ландшафты, которых можно, мне кажется, увидеть только в Аргентине, так чтобы вот за одно путешествие, за 10 дней увидеть такой большой объем всего. Нам практически не было того, что не понравилось, за исключением, может быть, самого города Сальто, но я уверен, это тоже жемчужина, которую мы просто не раскрыли для себя. Если вам тоже было интересно, то напишите в комментариях, что именно. Мы хотим получать от вас обратную связь, чтобы понимать, нравится вам или нет. Мы стараемся снимать эти видео для вас. Поставьте лайк, чтобы как можно больше людей смогли увидеть это видео. И подписывайтесь на канал. Впереди много новых интересных выпусков. Мы перезапускаем немножко этот проект. Мы будем сейчас снимать много полезных видео для тех, кто эмигрировал, планирует эмигрировать. Те, кому интересны новые страны, как в них осваиваться, как приземлиться в той или иной стране, культуре, городе. Ну и travel-ролики, такие как этот, тоже, конечно же, будут на канале. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал. Давайте общаться там, взаимодействовать друг с другом. Мы хотим, чтобы вы к нам присоединились, и мы смогли с вами проводить времени больше. Спасибо за просмотр и до новых встреч!